Перевооружение вооруженных сил Эстонии, как это не покажется кому-то странным, серьезно повышает уровень угроз для России. Военные эксперты уже давно обратили внимание на оружейные закупки Таллина, направленные на модернизацию средств ПВО, бронетехники, а также усиление ствольной и реактивной артиллерии. В 2024 году расходы на оборону в Эстонии составили 3,5% от ВВП, 1,3 миллиарда евро, что значительно выше, чем у многих ее союзников по НАТО. В следующем году оборонный бюджет запланирован на уровне 2,5 миллиарда. Такая динамика точно может порадовать Дональда Трампа, который добивается от стран Альянса доведения оборонных расходов до 5% от ВВП. Можно сколько угодно насмехаться над прибалтийским карликом и зубоскалить по поводу рыть траншеи вдоль русской границы, но наличие у Эстонии американских систем РСЗО «Хаймерс» обязывает относиться к потенциальным угрозам как минимум без шапкозакидательства. Ну а после сегодняшнего ролика с утра, который был по поводу Сувалского коридора, что там может произойти, очень все это складывается в непозитивную картину для нас. И может это все сказаться очень губительным образом, если мы не будем реагировать. Хотя бы потому, что в зоне огневого поражения оказываются многие наши города, а удары по российской территории тех же «Хаймерсов» в ходе СВО нанесли немалый ущерб и привели к гибели мирных жителей. В Эстонии разработан долгосрочный план развития Министерства обороны на 2026-2029 годы, предполагающий создание такой системы сдерживания, которая позволит не только обороняться, но и атаковать противника до того, как он войдет на территорию республики. Кроме того, рассматривается возможность закупок военным ведомством крылатых ракет, разработанных эстонской военной промышленностью. Особое внимание в программе модернизации сил обороны Эстонии уделяется беспилотным летательным аппаратам и системам управления. В этом контексте примечательна свежая публикация издания Military Watch Magazine, рассказывающая о новом контракте Таллина. Министерство обороны Эстонии подписало соглашение с южнокорейским оборонным производителем Ganhwa Aerospace о закупке реактивных артиллерийских систем Chunmoo, расширив ранее размещенный заказ на 6 пусковых установок Chunmoo. Комментируя закупку, министр обороны Эстонии Ханна Певкур отметил: «У нас уже есть возможности для нанесения глубоких ударов с помощью системы Хаймерс, но создание второй дополнительной системы крайне необходимо. Дальность стрельбы Chunmoo составляет до 300 километров, и они работают над увеличением до 500 километров. Эстония – страна-преемница Советского Союза, имеющая 294-километровую границу с Россией. Благодаря близости к самому густонаселенному городу России Санкт-Петербургу может использовать развернутые там реактивные артиллерийские системы для стратегических обстрелов, даже с применением менее дорогостоящих боеприпасов меньшего калибра. Город расположен всего в 140 километрах от российско-эстонской границы. Система Chunmoo может интегрировать ракеты калибра 131 мм, 230, 239 и 400 мм, а также баллистические ракеты калибра 600 мм, и обладает рядом преимуществ перед конкурирующими западными системами, что привело к ее выбору для вооружения стран Европы. Комментируя ее преимущества перед конкурирующей американской системой «Хаймерс», которая уже находится на вооружении Эстонии, глава подразделения высокоточных боеприпасов компании Ganhwa Билли Бу Хван Ли отметил: у «Хаймерс» всего один ракетный блок, а мы используем 2. Это означает, что у нас двойные возможности. Например, с левой стороны мы можем использовать ракету с дальностью 80 км, а с правой ракету с дальностью 290 км. Наша система является универсальной. Это означает, что мы предлагаем более широкие оперативные возможности. Командир подразделения огневой поддержки эстонской армейской дивизии Мейлис Лайнемец подчеркнул, что система Chunmoo обладает значительно большей огневой мощью, хотя Хаймерс намного легче и обладает высокой стратегической мобильностью. Он добавил, что подготовка к использованию обеих систем в целом схожа, и ожидается, что подразделения реактивной артиллерии освоят работу с обеими. Относительно того, как южнокорейской промышленности удавалось удовлетворить значительный рост экспортного спроса, вызванный резким увеличением европейских инвестиций в приобретение реактивной артиллерии, Ли отметил: нам пришлось изменить и реорганизовать нашу производственную линию, чтобы увеличить и удвоить мощности, благодаря чему мы можем поставлять продукцию в срок, сказал он. В случае с Польшей мы смогли поставить более 1000 ракет за 1 год. Стратегическое положение Эстонии делает размещение
Стратегическое положение Эстонии делает размещение ракетной артиллерии в стране особенно важным и потенциально крайне чувствительным для России, учитывая, что несколько ее крупнейших экономических центров находятся под огнем. Закупки Эстонии отражают более широкие тенденции в приграничных европейских государствах к все большему предпочтению южнокорейского вооружения. В конце ноября эстонская армия получила новую партию южнокорейских гаубиц К-9, которые также были заказаны Польшей, Турцией, Норвегией, Финляндией и Румынией. Если существенная неэффективность в европейских оборонных секторах долгое время ограничивала давление на российские вооруженные силы, то масштабные закупки южнокорейского вооружения европейскими государствами остаются переломным моментом, способным обеспечить членов НАТО на своей границе гораздо более высоким уровнем оснащения и значительно более экономичным способом. И вот еще, кстати, новость в эту же, скажем так, калиточку о том, что вся Европа ощетинилась и действительно готовится к войне. Война на Балтике. Швеция все-таки решилась. От разговоров перешли к действиям. Это не способ давления, а цель прекратить наше судоходство на Балтике, прекратить морской экспорт России в любом виде, обеспечить полную блокаду Ленинградского морского торгового пути и портовых комплексов Усть-Луги. Ловить и арестовывать гражданские суда России на Балтике уже в Европе никто не боится. Выдумывать поводы для задержания проблем нет. Загрязнение окружающей среды, порча инфраструктуры и даже запуск дронов. Неважно, что именно. Важно задержать. Важно доставить в свои территориальные воды. Потом можно мариновать юридическими и бюрократическими процедурами. В самом крайнем случае можно потом извиниться и отпустить, когда судовладелец понесет достаточно убытков. Так береговая охрана Швеции задержала российское судно «Адлер» в Балтийском море. Формальный повод вторичен. Важнее условия, в которых это происходит. Шведская сторона давно прокачивала тезис о том, что с гражданских судов в России запускаются дроны, но долго не могла перейти от разговора к действиям. И вот решилась. Для Швеции главное прецедент. Главное отработать практику, процедуру, сделать подобные события привычными. Впрочем, это важно не только для Швеции, а и для всего НАТО и Европейского Союза. Если кто-то думает, что это такой способ давления, то это не способ. Это цель прекратить наше судоходство на Балтике. Прекратить морской экспорт России в любом виде, обеспечить полную блокаду Ленинградского морского торгового порта и портовых комплексов Усть-Луги. Примечательно, что очередная активизация противника на Балтике совпала с активизацией якобы украинских военных на Черном море, где все проще и честнее. На Черном море наших негациантов просто атакуют бэками и открыто заявляют, что будут так поступать и дальше, до самой смерти. Тут необходимо оговориться, в современном мире все сложно. Из информационных лент бывает непонятно, кто топит и кого. Дело в том, что непосредственно флот России в международной морской логистике занимает всего 5-6%. Значительная часть экспортно-импортных грузов перевозится судами под иностранным флагом. Из 2115 судов общей вместимостью свыше 30 тысяч тонн, заходящих в наши порты, только 54 идут под флагом России. Остальные иностранцы. Именно их принято называть русским теневым флотом. Именно поэтому Россия, как государство, зачастую даже не может ноту протеста через МИД выкатить. Как и нанести удар возмездия через Министерство обороны. И остается только обеспечить теневой флот России военным сопровождением, которое не допустит пиратских захватов и задержаний. Этот способ поможет на тот год или два, которые остались до начала войны непосредственно между Россией и Объединенной Европой. Войны, которая стала неизбежной по результатам Европейского саммита и предоставления Украине кредитов в 90 миллиардов евро в счет репараций с побежденной Россией. Вернуть эти деньги возможно только через конфискацию наших активов. А конфискация возможна только в случае войны. И начать эту войну Европа теперь просто вынуждена. Это вопрос ее выживания. При этом евробюрократы будут искать такую форму войны, которая позволит им сохраниться. Они уже подсчитали, что в случае прямой агрессии с их стороны, к примеру, при нападении на Калининград, ответный удар России может унести жизни миллионов граждан Европейского Союза. А уже через несколько дней конфисковать русские деньги будет некому и незачем. Вполне вероятно, к этому моменту деньги в мире уже не будут иметь никакой ценности. Поэтому перед Европой стоит сложная задача – напасть так, чтобы война была и в то же время ее не было.
Проще говоря, не дать России повода для нанесения ударов вглубь Европы. Найти такую Швецию или Финляндию или Эстонию. Они также Евросоюз, они тоже НАТО, при этом их абсолютно не жалко заседающим в Брюсселе евробюрократам. Они с удовольствием подсунут этих горячих парней под русскую оплеуху, после чего, согласно 5-й статье Альянса, приступят к консультациям и совершат другие необходимые действия. Вот хотя бы деньги конфискуют. Но это будет потом. Сейчас мы просто обязаны обеспечить нашим торговым судам надежную вооруженную защиту, под какими бы флагами они ни бороздили океаны. И если эта защита не будет эффективна, то может на все остальное евростратегии и не решаться. И если эта защита будет эффективна, то может на все остальное евростратегии и не решаться вовсе. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно оставляйте свои комментарии.